Я приветствую вас на моем канале. Давайте начинать наш выпуск кратко о главном. Русские военные преступники продолжают зарабатывать себе все новые обвинения для суда в Гааге. За последние сутки из-за российских обстрелов в Донецкой области погибло как минимум 3 человека, еще 8 получили ранения. В Одесской области в результате ночного российского удара погибла женщина, 3 человека пострадали. Жесть в Запорожье. Россия нанесла по городу минимум 5 ударов. Горят машины, повреждены жилые дома. 1 человек погиб, 7 ранены. Ночью крупнейший аэропорт Северной Европы парализовали дроны. Премьер Дании Метте Фредериксен назвала это самой серьезной атакой на инфраструктуру в истории страны и не исключила, что за операцией стоит Россия. Подскажите, пожалуйста, премьеру, пусть называет вещи своими именами, это была, несомненно, Россия. Не только Копенгаген. Вчера вечером огромный дрон был замечен и над Мальмё в Швеции. Перед вторжением России в Украину я своими глазами наблюдал в небе над Киевом такие вот неопознанные дроны. А какой же ответ Европы? Так вот оно. Туск объявил, что Польша откроет границу с Беларусью в ночь со среды на четверг, чтобы китайские товары и дальше шли в Европу, а из Европы шла контрабанда в Россию для их дронов, которые они запускают все больше и больше на Европу. А вот еще один клоун. Рютте. НАТО готово сбивать российские самолеты при угрозе. Это не значит, что мы всегда сразу будем сбивать самолет. Сначала мы оценим ситуацию, но если потребуется, мы сделаем то, что необходимо. Это уже даже не смешно. Запад своей слабостью прямо на наших глазах делает все предпосылки для начала Третьей мировой войны. Вот как надо отвечать этим гопникам. Украинские силы обороны продолжают громить врага в его глубоком тылу. Взрывы звучали практически на всей европейской части России. Удар по Искандерам. На фото результат атаки по полигону Малькино, Краснодарский край. Удар совершен с применением 14 ударных БПЛА. В результате атаки уничтожено несколько ОТРК «Искандер», поврежден ЗРПК «Панцирь-1». Также пострадали складские помещения и прочая автомобильная техника. Производственно-диспетчерская станция магистрального нефтепровода «Дружба» в селе Найтоповичи Уничского района Брянской области подверглась ракетному обстрелу. В результате атаки возник пожар в районе насосной станции. Также был атакован город Москва и область есть. Попадание больше деталей узнаем позже. Во время ночной атаки по России использовались не только ракеты и дроны, но и воздушные шары. А тем временем санкции сил обороны Украины работают. На Сахалине снова исчез бензин. По данным местных СМИ, топливо пропало сразу в нескольких районах. Нефть дешевеет, бензин дорожает. Парадокс. В Саратовской области коммунисты вышли в одиночные пикеты. Трамп выступил в ООН. Все думали, что Россия выиграет в этой войне за 3 дня. Он заявил, что Россия после почти 4 лет войны против Украины выглядит плохо. США готовы ввести мощные тарифы против России, если та не пойдет на мирную сделку, но только если Европа тоже введет. Китай и Индия являются основными спонсорами войны в Украине, покупая российскую нефть. Он обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов. На удивление, правильные слова от Трампа, только проблема в том, что это все лишь слова. Трамп, конечно, и всякой фигни наговорил, но мы на это даже не обратили внимания. И в конце немного юмора с полей ООН. Неловко получилось. Макрона остановили в Нью-Йорке из-за кортежа Трампа. Французский президент вышел из машины, позвонил Трампу и в шутку попросил освободить дорогу. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.